Буквально несколько минут назад стали известны трагические новости из мира российского шоу-бизнеса и последние новости о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. Следственный комитет во главе с товарищем Бастрыкиным начал расследование уголовного дела, связанного с новым криминальным скандалом в семье певицы Натальи Королевой. Это уже третье криминальное происшествие в известной музыкальной семье за последний год. Вслед за Архипом Глушко и Людмилой Порывай фигурантом нового уголовного дела стала сама известная певица Наталья Королева. Однако для Натальи Владимировны криминальное происшествие закончилось самым трагическим образом. Несколько дней назад общественность России и поклонники Натальи Владимировны Королевой были шокированы чрезвычайным происшествием. Наташа Королева, приехав в загородный подмосковный особняк к своему супругу Сергею Глушко, больше известному под именем Тарзан, застала дома у своего мужа молодую российскую певицу, старшую дочь певицы Валерии Анну Шульгину. Как стало известно уже позже, Сергея Глушко и российскую певицу Анну Шульгину, дочь певицы Валерии, уже на протяжении полугода связывали романтические отношения, и дочь певицы Валерии часто бывала в особняке Тарзана. Однако для Натальи Владимировны Королевой этот роман стал полной неожиданностью, и эстрадная певица при встрече с Анной Шульгиной не смогла сдержать свои эмоции. Наталья Королева застала Анну Шульгину прямо в спальне своего супруга на втором этаже трехэтажного особняка. По данным следствия, Наталья Владимировна Королева лишила жизни свою соперницу, дочь певицы Валерии, в результате удара по голове тяжелым предметом. Сергей Глушко Тарзан не успел вмешаться в конфликт между двумя женщинами, и произошла трагедия. Дочь певицы Валерии Анна Шульгина скончалась до приезда скорой помощи, а Наталью Королеву направили в камеру временного задержания следственного изолятора города Москвы. По законам российского законодательства Наталья Владимировна Королева должна была провести в камере временного задержания 7 суток, а после должна была определиться судьба известной певицы, или же следственный изолятор, или же домашний арест, до первого решения суда. Однако пребывание в камере временного задержания следственного изолятора закончилось для Натальи Королевой самым печальным образом. Наташу Королеву встречала в следственном изоляторе ее мама Людмила Порывай, которая находится в данном заведении уже более года за тяжкие правонарушения и деяния, среди которых устройство побега своего внука, отравление сокамерницы и многое другое. Людмила Ивановна Порывай, как уже опытная арестантка, решила взять шефство над своей дочерью и не давать ее в обиду. По словам администрации заведения, Наталья Королева сильно волновалась и нервничала, когда впервые оказалась в следственном изоляторе. Однако судьба распорядилась так, что Наталью Королеву и ее маму Людмилу Порывай развели по разным камерам, и Наталья Владимировна оказалась в одном помещении с известной певицей 90-х годов Машей Распутиной и супругой пресс-секретаря Верховного главнокомандующего Татьяной Навкой. К слову сказать, что Маша Распутина находится в следственном изоляторе уже второй месяц за трагическое дорожно-транспортное происшествие, которое она совершила в апреле этого года, в результате которого погибли 2 человека, а Татьяна Навка находится в СИЗО по обвинению в получении крупных денежных взяток и незаконном коммерческом бизнесе на территории Российской Федерации. Если с Татьяной Навкой Наталья Владимировна Королева смогла найти общий язык, то вот с певицей Машей Распутиной возникли большие проблемы.
Еще в 90-е годы прошлого столетия Наталья Королева и Маша Распутина были непримиримыми соперницами на музыкальной сцене. Более того, в один из этапов своей жизни они ухаживали за одним и тем же мужчиной и боролись за сердце известного российского композитора Игоря Николаева. С тех пор у Маши Распутиной и Натальи Королевой весьма натянутые отношения, что и повлияло на трагическую ситуацию в камере СИЗО. Несмотря на то, что 60-летняя Маша Распутина старше Натальи Королевой на 10 лет, певица находится в прекрасной физической форме. Она уже 3 года занимается тайским боксом и йогой. Находясь вместе в общей камере, у Натальи Королевой и Маши Распутиной вновь вспыхнули старые обиды, и они, как прежде, начали борьбу за пальму первенства. Однако более физически подготовленная Маша Распутина взяла верх над Натальей Королевой и загнала эстрадную певицу в буквальном смысле под нары. Несколько дней подряд Наталья Королева терпела обиды и переписывалась по тюремной почте со своей мамой Людмилой Порывай и просила ее прийти на помощь. Однако вчера вечером стало известно о трагическом событии. Стало известно, что Маша Распутина в результате конфликта в камере СИЗО нанесла Наталье Владимировне Королевой черепно-мозговую травму, и эстрадную певицу Наташу Королеву доставили в тюремную больницу в состоянии средней тяжести. Узнав о чрезвычайном происшествии со своей дочерью, Людмила Порывай дала из следственного изолятора короткое интервью центральной прессе, где в слезах заявила, цитата: «Очень больно, что Наташа пошла по моим стопам. Я сделаю все возможное, чтобы облегчить жизнь моей дочери». До окончательного решения суда по делу о Наталье Королевой еще целых 1,5 месяца. Остается небольшая надежда, что преступление Натальи Королевой, может быть, будет квалифицировано как преступление в состоянии аффекта. Но и по традиции последние новости о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. Ну и, конечно же, главная новость из Алтайского края, где несколько дней назад потерпел крушение вертолет медицинской службы, на борту которого находились члены антикоррупционного комитета Руслан Байсаров, Юрий Назаров, певец Михаил Муромов, актриса Ирина Муравьева, которые перевозили тяжелобольного Дэни Байсарова в медицинский санаторий. К сожалению, пока нет обнадеживающих новостей. Авария произошла в Чебдарском ущелье, самом опасном месте Алтайского края. К месту предполагаемого происшествия были вызваны 2 ведущих экстрасенса Российской Федерации, которые пытаются определить судьбу экипажа и пассажиров вертолета. Спасательная экспедиция, местные жители, волонтеры и служба МЧС пока не могут добраться до предполагаемого места аварии из-за тяжелых погодных условий и трудоемкости процесса. Спасательная служба МЧС Алтайского края очень взволнована тем фактом, что на вертолете практически отсутствуют запасы питьевой воды и продуктов, что еще более усугубляет положение экипажа и пассажиров, в том случае, если они остались живы после аварии. Сегодня свой день рождения отмечает известный телеведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович. Леониду Аркадьевичу исполняется 78 лет. Другая знаменательная дата: вчера исполнилось 94 года со дня рождения известного советского циркового артиста Олега Попова. Глава организации по борьбе с преступностью и коррупцией Никита Сергеевич Михалков высказался категорически против замедления платформы YouTube на территории Российской Федерации в связи с тем, что в России на данный момент нет конкурентоспособных видеоплатформ. К тому же, как считает Никита Сергеевич Михалков, на данный момент все новости о антикоррупционном комитете публикуются только на YouTube.
Отметим, что на данный момент Организация по борьбе с преступностью и коррупцией работает над открытием собственного телевизионного канала и радиостанций, которые будут посвящены работе антикоррупционного комитета Никиты Михалкова и культурной жизни страны. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.